Друзья, всем привет из Вьетнама, добро пожаловать в студию Aquadream. Ну что, сегодня у нас очень много работы, потому что вот этот аквариум позади меня нуждается в очень глубокой чистке. Я его не чистил, наверное, около месяца, и там образовалось слишком много грязи, слишком много водорослей. Нам это нужно все хорошенько очистить. Давайте посмотрим, что там. Итак, друзья, вот этот аквариум мы сегодня будем хорошенько чистить. Возможно, на видео он смотрится довольно чистым, но на самом деле он очень грязный и очень-очень много водорослей образовалось. Так называемые ничетки. Вот здесь можете ее видеть. Она сверху, вон здесь все обросла. Дерево полностью заросшее. Позже я докуплю растений и посажу их на дерево сверху, чтобы они создавали тень от света, так как эта водоросль, скорее всего, образуется от излишков. Мох слишком сильно вырос, я его буду подстригать аккуратно. И если видите, весь мох также оброс ничеткой. Те красные растения, между ними везде водоросль. И вот здесь на дне также отчетливо видно вся эта водоросль на дне, и она растет. Поэтому нам это со дна тоже нужно будет все собрать. Также я уберу часть вот этих длинных зеленых растений. Также я подстригу вот эти растения, сделаю их еще короче и еще пушистей. Обрезки я посажу рядышком. Так, вот здесь также можете видеть, вот там вот все в этой ничатой водоросли. Нам это все нужно хорошенько собрать. Ну а так как этот аквариум довольно большой, он 43 сантиметра на 43, я буду спускать воду на 50%, может даже 60%, и сниму его с подставки, поставлю вон туда на стол, чтобы мне было удобней хорошенько все прочистить. Ну что, поехали. Итак, а начну я со слива воды. Я уберу 50-60% воды. Для этого нам понадобится ведро, наша трубка с насосом. Погнали! Ну и какая же замена воды в аквариуме без ее пролива? Давайте убираться. Ну что, 50% воды у нас с вами слито. Пока я сливал эту воду, я убрал большую часть водорослей и грязи. Я собрал очень много грязи со дна, также водорослей, но по-прежнему у нас их очень много, особенно вот здесь на дереве. Вон, видите, все обросло ничеткой. Все это мы с помощью зубной щетки уберем. Ну и теперь наш аквариум не такой тяжелый. Сейчас я его буду снимать, поставлю вот на этот стол, чтобы мне проще было со дна все собирать и проще было его хорошенько почистить. Друзья, я попробовал его снять, но он по-прежнему слишком тяжелый, поэтому придется слить еще воды, а потом мы добавим воды для того, чтобы нам было проще постригать мох. Итак, друзья, 90% воды я слил. Смог я все-таки снять аквариум и поставить его на стол. Такую глубокую чистку, конечно, не нужно делать каждую неделю или каждые 2 недели. Только потому, что я немножко запустил этот аквариум, я хочу его хорошенько прочистить. Конечно, замена такого количества воды не очень хорошо для биосистемы, но я знаю, что делать. После того, как мы все почистим, и я заполню его водой, так как воды заменю слишком много, биобаланс будет нарушен, поэтому я просто добавлю побольше бактерий после замены воды. Я заполню водой чистой примерно вот до этого уровня, чтобы мне было проще
постригать весь мох и убрать излишки растений, а также убрать все водоросли, всю нитчатку, которая там образовалась. Поехали! Итак, примерно 60% воды заполнено. Сейчас я буду постригать мох. Красную роталу я постригать не буду, я ее недавно постригал, поэтому мы ее не трогаем. И уберу вот эту траву, наполовину вырежу, слишком сильно она заросла. Ну что, посмотрим, что получится в итоге. Что, друзья, я закончил постригать наш мох и некоторые растения. Теперь, чтобы их убрать из воды, мне их нужно засосать вместе с грязной водой. Весь мох, все растения, все обрезки я собрал. Все это убрал из аквариума вместе с водой. Теперь я вам покажу, у меня есть вот такой замечательный инструмент, которым очень легко, особенно круглые аквариумы, чистить стенки изнутри. Перед тем, как мы будем заливать воду новую в аквариум, я сначала почищу стенки изнутри. Перед заливом воды, естественно, я возьму аквариум и поставлю его на место, потому что сейчас он как раз легкий. Так, ну заполним водой, добавим все необходимое, и наш аквариум будет цвести и пахнуть. Так как сегодня я заменил почти 100% воды, большая часть бактерий погибла, поэтому сегодня я буду добавлять бактерию после замены воды в 2 раза больше, чем обычно я это делаю. Также после каждой замены воды нужно добавлять кондиционер для воды. Это при условии, если вы используете воду из-под крана. Также я добавлю совсем чуть-чуть удобрения для роста красных растений. Они будут более красные, но совсем чуть-чуть. Иначе водоросли будут расти слишком сильно. Совсем каплю. И другого удобрения для роста всех остальных растений, для их здоровья тоже
Совсем чуть-чуть. Готово. Осталось дождаться, когда уровень воды поднимется до поверхности. Я возьму сачок и уберу остатки растений, которые на поверхности будут. И наш аквариум готов. Ну и на этом все. Я очень доволен работой сегодня проделанной. Глубокая чистка завершена. Наш аквариум опять сияет, сверкает, очень чистый. И, надеюсь, будет продолжать быть таким. Подписывайтесь на мой канал, пишите свои комментарии с вопросами об аквариумах, пишите свои вопросы о жизни во Вьетнаме, я также в других видео буду на них отвечать. Подписывайтесь на мою страницу в Instagram, ссылка будет в описании под этим видео. Ставьте лайк и увидимся снова. Новые проекты ждут нас. Пока-пока.